Всем привет! Закончил все основные модификации на ремейк 4 части и готов поделиться с вами теми, которые мне понравились. Заранее хочу сказать, что такой мод как Evil Descent я упоминать не буду, ибо в него я не играл, так как он сделан для пиратки. И по описанию вряд ли он чем-то меня удивит сильнее, чем те, которые будут упомянуты здесь. А также еще один мод, при создании которого Монодел прыгнул с разбега с жопой на клавиатуру, это Berserker Plus. Погнали! Мод, который я проходил последним, и, наверное, поэтому он запомнился мне меньше всего, и слишком сильно удивить не смог, а местами и вовсе раздражал. Данная модификация имеется как на основную игру за Леона, так и на Separate Ways. Однако проходил я только дополнение за Аду, хотя за Леона вроде как там все идет немного поинтересней. Основная задумка этого мода является в том, чтобы на длительный период времени оставить игрока без ножа. Казалось бы, ну и что с того? Да, если человек не сильно пытался парировать или не особо пользовался ножом в какой-либо другой ситуации, часть задумки он не прочувствует. А вот если кто-то издрочил все анимации, тайминги и привык защищаться именно с ножа, то появляются проблемы. Игру вы начинаете сразу без него. Стартовый пистолет уже теперь другой. И определенный промежуток времени нож даже не будет выпадать. А если и дропнется, то прочность у него будет только на один удар. Однако и полностью целые одноразовые ножи вам будут попадаться, но это лишь те, которые в игре вы находили по дефолту. Нормальный же нож можно будет купить у торговца, но и тут есть одно но. Его починка стоит довольно-таки дорого, даже если он не полностью сломался. А от некоторых противников он вообще отлетает за 3 удара, и на постоянной основе чинить его не получится, ведь деньги и так будет куда тратить. Что заставит вас пересмотреть стратегию боя как с обычными противниками, так и с боссами. Ведь тыкать им всех подряд, постоянно вырываться из захвата и добивать врагов не получится. Но и тут есть сюрприз. Скорость передвижения врагов и боссов здесь ускорена, как и сокращенный интервал между атаками у противников, и это особенно заметно у лучников, скорость стрельбы которых сильно возросла. А значит, дожить как раньше их не выйдет, и они в любом случае вас догонят, если вы будете пытаться избегать их по стандартным таймингам. ХП у врагов и боссов я не почувствовал, что стало больше, и скорее всего осталось таким же, каким и было раньше. А вот ввести их в стан-анимацию стало сложнее, и это факт. Можно выпустить всю обойму автомата, а враг как бежал, так и будет бежать, хватая вас за горло. Урон по вам был кратно увеличен, и особенно поначалу попадание в захват равно смерть. Если, конечно, не вырваться с помощью ножа, которого обычно нет, а если есть, то его жалко использовать. Здоровье будет улетать практически до нуля, если вас даже просто схватили сзади, и тем самым это откроет вас для фатальной атаки со стороны. Да что уж далеко ходить, можно просто улететь от ваншота в любой другой момент игры. Да пойдем еще дальше, тут даже просто толчки наносят урон. Касательно локации, все осталось так же, как и было в основной игре. Изменилось только расположение противников, точнее, не то чтобы изменилось, а добавились новые, с которых также могут падать неожиданные предметы из разряда кейса или какого-нибудь оружия, но в основном это приходится на первую половину игры. Дроп некоторых сюжетных предметов местами также был изменен. Но это может удивить, если вы играете в этот мод первым из всех следующих, которых я упомяну далее. Мододел изменил расположение синих медальонов, а также увеличил плату за них. Также некоторые предметы можно менять у торговца за шпинели. В игре их, кстати, стало явно больше, и падают они с особых врагов, которых нужно еще постараться убить. А это уже, господа, трай-контент. Для меня этот мод точно на один раз, и я вряд ли буду когда-то в него переигрывать. Но сама задумка оставить игрока без ножа отчасти показалась прикольной, но только лишь отчасти. Имеется много версий этого мода, которые могут еще сильнее ускорять противников и даже удваивать их. Поэтому, если вам такое нравится, качайте и вперед!
Один из самых знаменитых модов на ремейк 4, и он уже на порядок интереснее, чем вышеупомянутый Кошмар, хотя бы тем, что были открыты некоторые дополнительные локации, но их прям совсем по минимуму. А еще некоторые были изменены, что по-любому вызовет приятную ностальгию у всех фанатов оригинального 4-го Резидента, которые моментально их узнают. Сюда были завезены новые пачки врагов, как рядовых, так и мини-боссов. Да их и в целом здесь стало в разы больше, чем в оригинале, и их месторасположение отличается от стандартного. То есть в игру вы будете играть практически как в первый раз. Например, в подвале на вас сразу же нападет бензопильщик. Да даже еще до того, как вы попадете в подвал, вас уже будут ожидать Гонада. Был также добавлен противник из наемников, бензопильщик с недотрахом AK Баста. Боссы мало того, что почти все теперь вас не будут встречать в одиночестве, а в компании своих товарищей, которые заставят вас пересмотреть опять-таки стратегию боя. Так еще же некоторые из них будут встречаться как рядовые противники, но не столь часто, ведь в этом моде есть главное – баланс. Мододел здесь реально не перегибает, и этот мод подойдет тем, кто не то чтобы хочет какого-то лютого хардкора, а просто перепройти игру, которую уже выучили наизусть. Сюда он не забыл внести боссов из DLC за Аду, которые также умело разбавляют геймплей, и в некоторых случаях также отсылает к оригиналу. Тот же Краузер вам также повстречается намного раньше, чем задумано по сюжету, и если вы не избалованы всякими рандомайзерами, то это вас даже удивит. Продавец начал продавать за шпинели брелки, которые раньше выбивались в тире. И я рекомендую играть во все эти моды с английским текстом, ведь он добавил описание к тем или иным предметам, которые не будут отображаться на русском языке. Также в некоторых местах он оставил записки, которые являются подсказками. Например, если в определенный момент вернуться в долину, то можно будет найти на ранней стадии Магнум. И это касается не только его, ведь многое оружие просто может быть где-то запрятано, а также добавлено некоторое новое вооружение. Поэтому лучше не пропускать ни одного места в этой игре, ровно так же, как и стараться убивать всех противников. Благо, у них нету здесь какого-то запредельного количества хп. Отличный мод для того, чтобы проверить свои навыки без засера всех локаций подряд кем попало, лишь бы было сложно. Хотя местами этот мод реально может дать прикурить. Мод, который был вдохновлен другой модификацией на оригинал 4-й части – Rising of Evil, в которой я не играл, но и до оригинала мы, наверное, когда-нибудь доберемся. Но по рассказам тут происходит что-то подобное. Врагов здесь стало гораздо больше, чем в тех модах, которые я упоминал выше. И помимо обычных противников, количество коров, зеотов, горадеров, баст и просто бензопильщиков выросло примерно так раза в 4. ХП у них также значительно стало больше. После этого мода я как-то решил поиграть в Берсеркер, и там меня не отпускала паранойя, что сейчас на меня со всех сторон будут бежать толпы противников, коров, бензопильщиков и так далее. А при убийстве даже рядовых Гонада я сомневался, а точно ли я запустил сложность профессионал. Настолько здоровье недругов тут отличается. И если с обычными бабайками все понятно в плане их убийства, стреляй да бей, то в случае красных зелотов, коров и бензопильщиков, хотя последних это касается в меньшей степени, не все так просто. Мододел снизил получаемый ими урон из всего огнестрела, и для более быстрого убийства требуется ловить их на стан анимации ножом. Но проблема в том, что это нужно делать именно со спины. Я сейчас не беру в расчет скрытные убийства, а говорю именно про прямое столкновение. Вывести противника на такую анимацию можно либо настреляв ему в лицо, и тогда, если повезет, недруг сам повернется к вам спиной, а вам останется только не просрать момент. Или же стрельбой по ногам, но делать это желательно с более сильного оружия. После этого же успеть забежать к нему за спину. Раз на раз это сделать труда не составит, но когда ты находишься под прессингом, к примеру, второй коровы, которая может отпинуть тебя, начать крутиться с кувалдой, бензопильщиков, которые не дают тебе остановиться, да и просто находясь в толпе врагов, сделать это проблематично. Я не просто так делаю акцент на этом.
Я неправильно понял описание мода, когда играл в первый раз, хотя я далеко не один такой, и подумал, что нож сам по себе как-то был усилен, или в лучшем случае я справлюсь без него. И в итоге даже обычную корову я ковырял очень долго. Еще раз. Нож надо втыкать не так, а вот так. Каждый долбанный раз. Поначалу меня это даже прикалывало, но особенно на острове это начало сильно душить. Поэтому прокачка ножа, которых здесь 3, и получается они разными способами, обязательно, как на прочность, так и на урон. Но даже после этого приходилось все равно по несколько раз бегать до торговца и обратно, ведь мододел рекомендует убивать всех, и не просто так. Помимо денег, количество которых увеличилось при поднятии, и сокровищ, которые падают с врагов, с них начали дропаться некоторые виды оружия, которые вряд ли вы достанете другим способом. Вот, к примеру, если вы убьете в доме бензопильщика, то получите идеальный нож. И это очень нифигово, особенно если учесть, что начинаете вы без ножа, а если вы решите убежать от бензопильщика, то не видать вам нормального кортика как минимум до замка. С особых противников также начали падать шпинели, и они здесь имеют большой вес. Ведь значительная часть покупок и всяких плюшек будет покупаться именно за них у торговца, так как экономика была изменена, и деньги в основном уходят на прокачку, ну не полностью. Характеристики оружия в какой-то степени также были изменены. Где-то урезана мощь, а где-то изменена финальная специальная прокачка. За выполнение стандартных заданий торговца вам также будут сыпать больше шпинелей. Но и некоторые задания и также изменились. Ну, конечно, не по самой составляющей, но увидите. Хочу отметить еще вот что. Если вы вдруг не умеете сражаться с Вердуго, то лучше перед тем, как запускать мод, научиться парировать и доджить его атаки. В ином случае он может сожрать много патронов, аптек и нервов. Особенно если учесть, что в одном месте их будет сразу 3. Нет, он появляется как бы не слишком часто, но всегда внезапно. Я бы сюда еще и финальный бой с Краузером, кстати, воткнул, ибо хп ему навалили там кучу, а доджить без парри как-то будет тяжеловато. Новых локаций здесь вы не увидите, зато придется несколько раз возвращаться в уже пройденные опять-таки локации и собирать сюжетные предметы, чтобы продвинуться дальше, ибо они могут лежать где-то в других местах, либо их вообще может таскать какой-нибудь противник. Для более быстрого аннигилирования опять-таки врагов можно юзать животных, они тут наносят очень большой урон. Как по врагам, так и по вам. Но тут опять же трай-контент, ведь мало того, что их заманить не всегда заполучается, так еще же убить их могут до того, как они вообще кого-нибудь заденут. Увеличено количество выпадаемых ресурсов с противников. В основном всегда будет падать не по 2 или 3 патрона дробаша, а сразу 10. И патроны Магнума здесь не в таком дефиците, но и весь огнестрел не будет ощущаться прям настолько имбовым из-за здоровья противников. Мод не будет вас как-то щадить, и даже в узкие помещения может засунуть вам в качестве противников басту. Я уже говорил выше, что играть нужно на английском языке, иначе рискуете пропустить описание каких-либо бафов. Вот и здесь кейсы, которые в обычной игре давали, к примеру, большую вероятность для нахождения красной травы, обладает нифиговыми спешалами, которые за раз могут увеличить скорость бега, урон от оружия, вероятность бонуса при крафте, там, к примеру, дробовика, скидка на продажу оружия или починку ножа. Свойство трав немного изменено. Если вы нашли желтую траву, то лучше усраться, но тратить ее только зеленой и красной одновременно. В таком случае хп у вас восстановится полностью, и желтая трава даст более сильный эффект и увеличит здоровье больше обычного. Как и 3 зеленые травы, которые также немного увеличат хп. Красная и зеленая трава же теперь не будет вас лечить полностью. Идеальное парирование на Краузере и Горадорах, кстати, не будет теперь ломать вам нож от слова совсем. Также в моде присутствует еще куча мелочей, в которые я вдаваться не буду, лучше поиграйте сами. Короче, если любите хардкорные модификации, вас не пугает толпа врагов и тому подобное, то этот мод именно для вас. Данная модификация сделана только для Separate Ways, и она понравилась мне больше всего. Здесь не так лайтово, как в Берсеркере, ну и нету перегиба с живучестью врагов, как в Befalling of Night.
Хотя врагов тут тоже довольно-таки много, и местами мод может казаться реально дисбалансной, даже по сравнению с предыдущим, ведь такого большого дропа патронов здесь нет. На противниках долго не буду останавливаться, ибо здесь все по стандарту. Врагов больше, враги в неожиданных местах и так далее. Хотя уникальных и более интересных сражений здесь намного больше. Изменены битвы с боссами, которые будут пытаться прессовать вас с друзьями, а вы будете вынуждены, как уже говорил, хавать все это и подстраиваться, что само по себе подразумевает другую прокачку оружия, состав которых также расширился, ровно как и падающие сокровища с противников. Битву с Краузером, который вырезали из ремейка, вернули. Появились дополнительные задания. Чтобы пройти в локацию, которая по сюжету всегда была открыта, нужно найти определенный ключ, который обычно носит какой-то враг. И вот тут уже приятный сюрприз. Этот ключ в основном лежит в локации, которая раньше не была доступна Аде. Да, мододел знатно расширил DLC, добавив локации из компании Леона, и далеко не один и не два раза, в отличие от всех остальных модов, и создал там даже уникальные ситуации. Что, конечно же, дико круто и в очередной раз добавляет реиграбельности, а иногда просто нужно будет вернуться назад и выполнить определенные действия для того, чтобы продвинуться дальше. Дошло до того, что был добавлен целый сегмент до Вескера, пускай и короткий, где нам нужно с помощью парирования либо убить определенное количество противников, либо продержаться, и для меня это было весьма неожиданно. Советую также осматривать лучшие локации на предмет точек, куда может Ада запрыгнуть с помощью крюка кошки, особенно в тех местах, куда она не могла добраться даже в оригинальной игре, а там вполне может лежать новое оружие, которое мододел любезно добавил. А в некоторые комнаты можно будет попасть только с помощью небольшой хитрости. Были добавлены новые задания у торговца, которые также будут проходить на локациях Леона. Но не все. К примеру, убить семью бензопильщиков. Если же вы решили проходить моды по нарастающим эмоциям, то рекомендую пройти его в последнюю очередь, ибо он вас все равно сможет удивить. Всем спасибо за просмотр, не забываем прожать реакцию в виде лайка или диза, а также маякните в комментариях, по какому резаку еще пробежаться по модам. А может быть вы посоветуете какие-либо другие модификации, не знаю, может быть в котором я не играл, или в который обязательно стоит катануть в какой-нибудь другой части. Говорил Найлс Крайк, до встречи!